Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 1 декабря, первому зимнему дню. Поговорим о том, что за народный праздник нас сегодня ждет, почему именно в этот день заговаривали на богатство, на изобилие и благополучие. Поговорим о том, что можно делать в этот день, что нельзя делать в этот день, а также уделим внимание лунному календарю. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. 1 декабря отмечают День Платона и Романа. В эту дату в церквях чтят память священномучеников Платона и диакона Романа, казненных за их христианскую веру. А вот по народному календарю сегодня день Романа и Платона, зима указателей. 1 декабря христиане начинали ходить с утра в церковь для того, чтобы помолиться о своем финансовом благополучии, а также о том, чтобы святые помогли зиму пережить в здравии, в сытости и без больших материальных потерь, просили и о будущем урожае. Считалось, что после молитвы все пойдет на лад и будет хорошо. В этот день следили обязательно и за погодой. По утру узнавали о том, что будет в декабре, а по обеду о январе. А народные приметы уже вечерней погоды говорили о том, каким же будет февраль следующего года. Поэтому Романа и Платона называли еще зима указателями. Если сегодня находили живого комара, то это был знак того, что ожидается оттепель. По народным приметам считалось, что нашедшего ожидает вскоре достаточно большая удача. Насекомые не убивали, иначе беды было не миновать. На Платона и Романа было принято заниматься резьбой по дереву. Также 1 декабря делали посуду из липы, целебного растения, избавляющего и от физических болезней, и от насланных злыми людьми. К тому же липа хорошо гнется и легко полируется. А женщин этот день, 1 декабря, проходил в стирке. Женщины ходили по воду, грели ее на печи и устраивали уборку спальных мест, а далее устраивали постирушки постели. Снимали паутину на палатах и лежаках. Стелили 1 декабря более теплые одеяла и толстые матрасы, ведь с каждым днем становилось все холоднее и холоднее, а печка не могла согреть дом, а поутру было холодно. 1 декабря девушки на выданье, после того, как помогут матерям с домашними делами, отправлялись к Липе, чтобы попросить у нее помощи поскорее найти свою вторую половинку. Конечно же, каждая выбирала свое дерево, вешала на его ветви платок, обнимала ствол, рассказывала о своем одиночестве и просила помочь в избавлении от него. Платок не снимала, а на следующий день шла к дереву и смотрела, нет ли на месте он или есть. Если не было, то Липа считала, что Липа взяла подарок от девушки и обязательно поможет девушке. Ну а если платок висел, увы, она была бессильной, девушка замуж, считалось, еще не скоро выйдет. Также на Романа и Платона было принято читать слова на материальное благополучие. Рожденные 1 декабря считались счастливчиками по жизни. У них была достаточно хорошо развитая интуиция, и считалось, что они будут обладать большой силой воли и твердым и непоколебимым характером. Такие люди всегда идут к поставленной цели. А в качестве талисмана им подходил малахит. Этот камень поддерживал духовные силы и гармонизировал внутренний мир.
придавая своему владельцу и уверенности, и обаяния. Также сегодня народные приметы предупреждали о том, что ни в коем случае нельзя делать было в день Платона и Романа. Поэтому 1 декабря лучше отказаться о предложениях о какой-либо совместной работе, так как она не принесет никакого результата. По этой причине 1 декабря лучше было отказаться от подписания каких-либо контрактов о слиянии предприятий, каких-либо коммерческих соглашений и других документов о создании общего дела или, например, какого-то финансового фонда, потому что в итоге можно было остаться и без денег, и без друзей. Нельзя было 1 декабря есть со стеклянной, керамической, фарфоровой или любой другой посуды, кроме деревянной. Кто нарушит этот запрет, привлечет в семью ссоры и проблемы с деньгами. Наши предки не только в день Платона и Романа, но и в другие дни старались есть только из деревянной посуды, которую изготавливали именно 1 декабря, поскольку она, по поверьям, укрепляла узы родства. Чаще всего использовали для изготовления такой посуды липу. Это дерево способно было защитить от влияния нечистой силы. Нельзя было в день Платона и Романа, чтобы грязную посуду после ужина мыл чужой человек. 1 декабря это должна делать была только хозяйка дома. Если же за мытье посуды примется гостья, она смоет из семьи благополучие, достаток и счастье. Но исключение делалось только для девушек на выданье. По народным приметам, если она сегодня вымоет посуду в чужом доме, то скоро встретит свою вторую половинку и в течение года обязательно выйдет замуж. 1 декабря не стоило выбрасывать или дарить игрушки своих детей, так как вместе с ним можно было отдать удачу ребенка. Эта народная примета особенно часто сбывалась, если с этой игрушкой малыш спал. Также наши предки в этот день не пропускали службу и в храме. У того, кто не посетит церковь, начнутся большие финансовые проблемы, что в итоге он останется без средств к существованию. Также с 1 декабря нельзя было жаловаться и злиться. Этим можно было навлечь на себя неприязнь темной силы. Поэтому в день Платона и Романа и рекомендовалось держать эмоции под контролем, а для этого необходимо было постараться свести к минимуму общение с неприятными людьми. Поэтому сегодня, 1 декабря, в любое время читали определенные слова. Эти слова для того, чтобы жить в достатке, в богатстве, в изобилии. Поэтому в любое время суток 1 декабря обязательно скажите эти слова у окна. После прочтения вы будете обязательно жить в благополучии, достатке и изобилии. Вы будете иметь крепкое здоровье, и на вашем пути исчезнут любые преграды. После прочтения этих слов ваша жизнь обязательно изменится в лучшую сторону. Слова следующие. «Стану я благословясь, выйду Всевышнему поклонясь, из дверей в двери, из ворот в ворота, пойду в чистополе в водовосточную страну. Навстречу мне идет зимушка, зима раскрасавица, поможет мне зима от всех невзгод избавиться. Поклонюсь я зимушке, да попрошу снежную помочь мне в радости, веселье начать жить, в богатстве, достатке и изобилии, чтоб не тужить, здоровье крепкое, чтоб подарила, от хворей невзгод да врагов избавила. На удачу ежедневную благословила. Как зима 1 декабря начинается, так жизнь моя в лучшую сторону с этого дня меняется. Тако бысть, тако еси, тако буде. Ключ, замок, язык, аминь». Эти слова у окна 1 декабря обязательно прочтите 3 раза. А далее, друзья, мы с вами поговорим о лунном календаре на 1 декабря 2021 года.
1 декабря нас ожидает 26 и 27 лунный день. Убывающая луна в знаке зодиака Скорпион. Обращаем ваше внимание, что по лунному календарю это один из критических, опасных дней, когда в воздухе витает атмосфера конфликтов. Люди напрасно суетятся, тратят много энергии на болтовню. Именно в этот день человек может перерасходовать свои время, энергию и силы. И перерасход энергии будет просто колоссальным. Даже те, кто умело управляются с энергетическими потоками, почувствуют, что они не в силах управлять ими сегодня. Поэтому самое правильное направление в этот день – это пассивность, спокойствие и созерцание. И постарайтесь оградить себя от всяческой инициативы, агрессии и активности. Ни к чему хорошему такие движения сегодня не приведут. Соответственно, сегодняшний день нужно провести в работе над собой, в размышлениях и в духовных практиках. Соответственно, и эмоциональный фон 26-х лунных суток оставляет желать лучшего. Не только вы, но и все окружающие могут быть подавлены и внутренне напряжены и раздражены. В результате могут вспыхивать конфликты, ссоры, непонимания. Поэтому, чтобы избежать их, нужно уметь контролировать свои эмоции, а еще лучше уединиться, чтобы вас никто не смог спровоцировать на негативный всплеск эмоций, который в результате опустошит вас. Обращаем в этот период, что этот день дает возможность людям находить правильный путь, дорогу, свои способы и принципы, научиться отвечать за других и себя самого, повзрослеть разумно, избавиться от различных стрессовых ситуаций и уметь брать на себя ответственность. Такое время благоприятно для налоговых служб, полиции, для исследований углубленного характера, а также для объединения с фирмами и людьми. Луна в знаке зодиака Скорпион помогает наложить печать страсти на все, что у людей имеется в планах и мыслях. Характерна сегодня основательность для всех видов деятельности. В такой период будет повышен интерес к различным таинствам, мистикам и запретам. Обычно в такое время накалена обстановка. Для того, чтобы устроить скандал, достаточно всего лишь минимального повода. И хорошее настроение людям сегодня могут поднять легкий флирт и яркие вещи. Старые лунные календари говорят о том, что в такой период было бы бесполезно путешествовать, потому что вы можете получить какую-то убыль. Сегодня вы можете получить и небольшой бонус, если хорошо работали в течение прошлого лунного месяца. Поэтому прислушайтесь обязательно сегодня советы друзей, не отвергайте их предложений. Но и в то же время постарайтесь сегодня избегать шопинга. Деньги лучше экономить, есть опасность растратить их впустую или даже как вариант потерять. Стрижка в этот лунный день приведут к изменению прически, но и также отнимут у вас силы и здоровье. Поэтому откажитесь сегодня от похода в салон красоты. Старайтесь сегодня вообще больше отдыхать. Остальные процедуры будут благоприятны, но все же следует использовать средства натурального происхождения. Эффект будет приятным, и волосы получат достаточно питательных веществ и витаминов. Сегодня лучше все процедуры доверить мастеру, для того, чтобы сохранить больше живой энергии в своем теле. К концу месяца организм значительно ослабевает, поэтому все действия должны быть направлены на сохранение или увеличение энергии. Стрижки и сложные прически привлекут сегодня болезни и депрессивное состояние. Окраска натуральными красителями в натуральные оттенки повысит вашу общительность. Волосы лучше всего начесать и взбить для привлечения природной энергии. И сегодня очень важное предупреждение для тех, кто за рулем. Быть особенно внимательным на дорогах, беречь свою машину, не оставлять ее без надежного присмотра. А вот больному сегодня может понадобиться скорая помощь. Окажите ее без промедления.
Также сегодняшний день неблагоприятен для конфликтов, потому что вероятность также сегодня повышена воровства и ограблений. Вот такой, друзья, у нас с вами день по лунному календарю.